Каждый божий день идет дождь, но тем не менее это самое лучшее время для того, чтобы высаживать саженцы у вас на участке. Сегодня я собираюсь высаживать магнолию, вот она. Ну, естественно, решил снять об этом видео и поделиться своим опытом о том, вообще, как нужно высаживать. В первую очередь, высаживать правильно магнолию. Сразу хочу сказать, что магнолий существует множество видов, а у каждого вида еще есть свои сорта. Они разные, но в чем-то, вот в своих требованиях основных, они очень похожи. И сегодня я постараюсь вам об этом более подробно рассказать, сконцентрировать внимание ваше на этом. Ну, в данном случае это магнолия суланжа. Здесь магнолия суланжа очень широко распространена, она высажена в парках в большом количестве, на частных подворьях, поэтому здесь это не новинка. За что мы любим магнолии? Естественно, за их великолепное, красивое и очень обильное цветение. Магнолия суланжа один из лучших, наверное, представителей, цветет крупными розовыми цветами. Магнолия суланжа это гибрид. Гибрид вот этих двух, вот я напишу сейчас, двух азиатских видов. И зацветает, как и все практически азиатские виды, ранней весной, еще до появления листвы. Ну, где-то в начале апреля, где-то в конце марта, зависит от региона, зависит от конкретной температуры в этом году. Вот сейчас она цветет. Великолепнейшее зрелище. Цветение продолжается приблизительно 2-3 недели. Возможно и повторные цветения, часто они происходят примерно в августе. Они, конечно, уже не такие обильные, дерево уже как бы ослаблено, но тем не менее нечему тут удивляться. В августе увидеть магнолии в цвету – это, в общем-то, довольно нормальное явление, кстати сказать, даже в Украине. Вот самое интересное, что я вам показывал, магнолии суланжа в мае месяце, они цветут в начале мая в Киеве. Ссылочку оставлю, посмотрите. В Киевском ботсаду имени Фомина как раз великолепное цветение, в том числе там были и магнолии суланжа. Ну, это, так сказать, теоретическая часть. Теперь я сказал, давайте основные моменты. Их 3, на мой взгляд. Они просто принципиальные для магнолий, для любых, в том числе и суланжа. Первое – это корневая система. Корневая система у магнолии очень хрупкая и очень ранимая. И магнолия очень болезненно переживает, если у нее повреждены корни. Поэтому стоит покупать и высаживать у себя на участке магнолии только с закрытой корневой системой. Так у вас будет гарантия, что она приживется. Если же вы будете где-то выкапывать и пересаживать у себя, да, она может и выживет, но год, а то и 2 она будет просто сидеть, никакая. Потому что, я говорю, малейшее повреждение корней, она очень болезненно переносит, и ей нужно время, чтобы снова и снова адаптироваться. Итак, выбираем только в контейнере. И еще один важный момент. Тщательно выбираем место. Потому что если уж посадили, лучше ее уже не пересаживать. Какое ей место нужно? Ну, в принципе, ей нужно, как и любому красиво цветущему растению, яркое солнечное место. Ну, наверное, любому это я зря сказал. Есть растения, которые, наоборот, в тенечке любят, те же рододендроны. Но, тем не менее, хорошо освещенное место любит магнолия. В некоторых книгах, справочниках можно прочитать, что можно ее сажать в притенении. Но имеется в виду не притенение кроны, а притенение приствольного круга. Потому что второе, что она очень любит, это влажные почвы. Она не переносит категорически засуху. Вот это второе правило я проверил на собственном опыте. Когда-то я вам показывал, как выращивать магнолию из семян, снимал об этом видео, и показывал, как я высаживаю у себя на участке несколько саженцев магнолии. Эти малыши прекрасно перезимовали без всякого укрытия в условиях Запорожья, но летом один за одним потихонечку все погибли. Почему? Потому что у нас сильная жара, потому что у меня песчаная почва, которая совершенно не держит влагу, ну и, конечно, из-за моей безалаберности. Просто надо было часто и обильно их постоянно поливать в летнее время. Тогда бы они выжили. Ну, я этот момент упустил, и все они погибли. Поэтому первое – целая корневая система. Второе – это влажные, хорошо удерживающие воду почвы. Про третий пункт важный немножко позже поговорим. Итак, нужно выбрать, как я сказал, правильно место и один раз его выбрать. Здесь место тоже очень своеобразное. Почвы, по большому счету, глинистые, с камнем, сейчас я буду копать, вы увидите это. Но, тем не менее, по своей кислотности, видимо, они отлично подойдут для магнолии. Она любит слабокислый грунт. Рододендронов здесь множество, магнолий здесь множество, и чувствуют они себя здесь великолепно. Значит, по кислотности этот грунт подходит. Но для того, чтобы немножко улучшить эту почву, сделать ее более рыхлой, я обязательно добавлю почвосмесь. Вот я ее принес, она стоит, кстати сказать, бесторфяная смесь, о которой я вам рассказывал когда-то. Да, это вот собирают в парках листья, в том числе листья, загружают на машины, отвозят на предприятие, где промышленным способом производят компост, который потом, собственно говоря,
садоводам-любителям и продают. Это я о том, как можно делать деньги фактически из мусора. Не сжигать его, как у нас, а именно делать полезное вот такое вот почвосмеси. Еще один очень важный момент, надеюсь, вам видно. Здесь очень крутой склон, я уже много раз его показывал. И несмотря на то, что почва глинистая, и дождей здесь достаточно много, но вся эта влага очень быстро, под действием силы тяжести уходит вниз. И если в долине там почва влажная, потому что влага туда уходит, то здесь на горе, как только дожди прекращаются, как прошлым летом, почва здесь сразу становится сухой и твердой, как камень. Поэтому вот этот вариант, наверное, не очень хороший. Поэтому я выбрал, вот на этом склоне есть такой более-менее ровненький участочек, площадочка. Собственно, пойдемте сажать и там поговорим подробно. Вот он, этот участок. Вот с этой стороны идет очень крутой склон, а вот здесь справа от меня, за забором, идет овраг фактически. А вот здесь небольшая такая более-менее ровная площадочка, которая при этом довольно хорошо освещена. Солнце здесь, фактически ничто не загораживает. Поэтому здесь я сейчас и начну копать. Сколько копать? Вот смотрите, вот у нас объем корневой системы. Надо выкопать, естественно, больше и немножко глубже. И вот тут важный момент, имейте в виду. Если вы наполняете яму, вот сейчас выкопаете, наполните какой-то плодородной смесью непосредственно перед посадкой и сделаете ее большой, много земли насыпите этой почвосмеси, она, естественно, начнет оседать. И ваш саженец может опуститься, корневая шейка может заглубиться. В случае с магнолией это недопустимо. Поэтому учтите это, значит, немножко посадите выше. Но я большую яму копать не буду. Чуть-чуть шире и чуть-чуть глубже. Просто для того, чтобы магнолия хотя бы первое время, первый год более-менее себя комфортно чувствовала. Потом ее корни постепенно приспособятся и будут нормально жить в этой глинистой почве. Копаем. Несмотря на то, что здесь глина и камни, тем не менее довольно большое количество дождевых червей. Небольшую ямку выкопали. Видите, она шире и глубже, чем наш саженец. И сейчас я буду наполнять ее вот этой вот покупной, более-менее рыхлой, питательной смесью. Собственно, принцип посадки несложный. Обратите внимание, эта почвосмесь, она, в общем-то, довольно сухая. Поэтому лучше, конечно, прямо здесь в яме ее пролить водичкой. Я вам говорил, что главное сохранить целую корневую систему. И говорил, что лучше покупать саженцы контейнерные, закрытой корневой системой. Вот это плохой вариант. Знаете почему? Потому что это глиняный горшок. Из глиняного горшка, как правило, растения хуже достаются, чем из пластика. Давайте попробуем. Нет, все нормально. Видите, отличная корневая система. Уже вбивает горшок, тонкие корешки толстые, желательно не ломать. Поэтому не потрошите, все нормально. Ставим ее вниз. И засыпаем землей. Саженец посадили. Обязательно сформируйте сразу поливочную лунку. Магнолия любит влагу. Я даже, видите, камнями, которые выкопал оттуда, обложил, сделал такой бордюрчик своеобразный. Видите, в кадре лейка появилась. Поливаем обильно и хорошо. Конечно, зависит от почвы. Здесь почва глинистая, влагу держит долго достаточно, поэтому, думаю, одного ведра для такого саженца хватит. Кстати, и дождик уже начинается, поэтому хватит одной лейки здесь. Если у вас почвы песчаные, которые влагу не держат, можно и пару леек. И главное делать это регулярно. Ни в коем случае не забывать. И тут самое время вспомнить про третье правило, которое я вам сказал. Третье основное правило магнолии. А третье правило – это, собственно говоря, ответ на вопрос, как правильно формировать магнолию, как ее обрезать. По большому счету никак. У вас есть два варианта, по крайней мере так я встречаю, как выращивают магнолии. В виде дерева, которое, как я сказал, для магнолии суланжа приблизительно 6 метров высотой, на коротком штамбе, от которой во все стороны растут ветви. Получается широкое дерево с обильным цветением. Второй вариант. Вы можете выращивать ее в виде куста. Сначала куста, а потом это будет многоствольное дерево.
Вот в данном случае я здесь нахожу такое 3 ствола идет, да, и на нем цветение. Мне, честно говоря, повторюсь, мне, честно говоря, больше нравится первый вариант, когда в виде дерева более какая-то гармоничная, компактная крона получается с обильным пышным цветением. Вот на 3 ствола она как бы расходится, в середине пустота. Ну, на самом деле это дело вкуса. Поэтому вот сейчас, когда вы ее посадили, пока деревце молодое, вы отрезаете, если вы собираетесь в виде дерева растить, вот эту нижнюю ветку. Оставляйте короткий штамп, а вот эти ветки уже не трогайте. Они растут. Даже санитарная обрезка, в принципе, нужно делать ее очень аккуратно. Дело в том, что у магнолии очень неохотно просыпаются спящие почки. И если вы сильно обрежете, в отличие от других наших деревьев, кустарников, она может очень долго восстанавливать эти самые ветки. А ведь цветы появляются на концах веток. Поэтому с обрезкой будьте крайне аккуратны. Вот только сейчас... Первый год, ну, может быть, еще следующий год, обрезайте то, что не нужно, формируйте изначальную крону. После этого фактически все. Ну, вот такие они, на мой взгляд, 3 главных правила магнолии. Напомню, первое – это неповрежденная корневая система. Второе – это постоянная влажная почва во время летней засухи. И третье – это минимум обрезки. Обрезка только в первые 2 года. Всего доброго!